Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Final Fantasy VII Rebirth вышла на PS5 почти год назад, но тогда не смогла порадовать Square Enix с невероятными продажами. Теперь произошла вторая попытка поднять бабла на финалке. Square выпустили ПК-версию Rebirth. Выпустили, причем не зря. Судя по данным SteamDB, всего за 3 дня с запуска игра попала на 3-е место в топе самых популярных игр издателя в Steam по пиковому онлайну. На момент публикации заметки на нашем сайте в Rebirth одновременно находилось более 40 тысяч игроков. Это наивысший показатель среди всех одиночных Final Fantasy на ПК. Именно одиночных. Если учитывать и многопользовательские тайтлы, то абсолютным лидером все-таки является ММО Final Fantasy XIV. Что касается оценок порта в Steam, то на сегодняшний день они в основном положительные, 76%. Наибольшая часть критики приходится на технические недочеты, из-за чего некоторые игроки советуют дождаться патчей. Короче, классическая история. Assassin's Creed Shadows убегает от релиза так, как бочка от грузовика на той самой гифке. Но даже учитывая постоянные переносы, Ubisoft решилась продемонстрировать игру журналистам. После нескольких часов прохождения они поспешили поделиться своими первыми впечатлениями. Развернутые тезисы игражуров можете почитать в заметке на нашем сайте, ссылка внизу. Но я обобщу. Говорят, что игра стремится соединить сильные стороны классических частей серии и современные RPG-элементы. Одновременно с этим Ubisoft старается угодить разным категориям игроков и тем, что предоставляет два уникальных стиля прохождения. Наоя олицетворяет собой классических скрытных героев серии, в то время как Яске остается верен эпохе экшен-РПГ с Assassin's Creed Origins по Assassin's Creed Valhalla. Вот формула открытого мира практически такая же, как и в предыдущих играх Ubisoft. Но, похоже, разработчики позаботились о том, чтобы не перегружать игроков маркерами на карте. Ну, по крайней мере, перегрузят не сразу. Точки интереса появляются постепенно по мере прохождения и исследования локаций. Короче, пока журналисты положительно оценивают проект, особенно акцентируя внимание на заметной разнице между героями и на прокачанных механиках паркура. Однако полноценные выводы сделать сложно, так как представленный материал для изучения был ограничен. Ну и вдогонку еще одна новость про Ассасина. Журналисты PC Gamer побеседовали с творческим руководителем проекта Джонатаном Дюмоном. В разговоре разработчик признался, что, оказывается, поначалу у боевика был всего один центральный протагонист. Он умел и двуручными мечами размахивать, и прятаться в тенях с кинжалом наперевес. Команда некоторое время даже экспериментировала с гибридным стилем игры. Например, по исходной задумке превращение из тихого киллера в машину смерти сводилось к надеванию брони в ситуациях, когда геймеру надо браться за катану. Разработчикам это показалось неуклюжим решением. Дюмон отметил, что команда также заигрывала с возможностью отразить два разных пути воина с помощью параллельных веток развития протагониста. Однако это тоже никого не устроило. Так и пришли к двум героям. Релиз Assassin's Creed Shadows намечен на 20 марта. Выйдет игра на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русской локализацией текста. Что-то много сегодня новостей про Ubisoft. Ладно, кажется, это последнее на сегодня. Компания поделилась статистикой Prince of Persia The Lost Crown, и там есть забавности. У вас на экране, надеюсь, сейчас статистика отобразилась, но пару пунктов озвучу. Геймеры провели целых 8 634 643 часа на горе Кав, то есть где-то 985 лет. 26% геймеров одолели финального босса, и из них 45% сделали это на нормальном уровне сложности, и всего 3% от 26 на очень высоком. Дальше. 46% геймеров угодили в тюрьму, а покорили босс-раш и заработали там платину всего 0,000%. Ставьте лайк, если не запутались в цифрах, пока я все это озвучивал. Ну и если запутались, тоже ставьте. В следующих новостях попроще будет. Несколько лет назад Take-Two Interactive, Rockstar Games и Groove Street Games выпустили сборник ремастеров Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Вы наверняка еще об этом не забыли. Да и забыть-то это тяжело. Переиздание получилось сомнительным, поэтому народные умельцы решили не ждать, пока там Rockstar сама что-нибудь сделает, и запилили сами идеальный ремейк GTA Vice City. Судя по всему, владельцам IP такой подход не по душе. Дело в том, что недавно YouTube-канал разработчиков Grand Theft Auto Vice City Next Gen Edition внезапно заблокировали без объяснения причин. Мододелы пока что никак не прокомментировали ситуацию, однако наблюдающие за событиями геймеры уверены, что всему виной Take-Two.
подобные действия для нее уже давно в порядке вещей. Вполне вероятно, что корпорацию возмутила коммерческая сторона вопроса. Авторы Vice City Next Gen Edition собирали пожертвования на производство и не скрывали этого. В официальной группе разрабов ВКонтакте, между тем, не унывают. Поклонники GTA призывали авторов не обращать внимания на случившееся и без задних мыслей выложить Next Gen Edition на просторы интернета. И они выложили. В заметке на сайте можете найти ссылку на официальные ресурсы студии, там все уже загружено. В проект даже русскую озвучку от Game Voices вкрутили. Ничего себе. Авторы Clair Obscur Expedition 33 в недавнем трейлере показали дату релиза игры, а теперь и системками поделились. Для минималок нужен Ryzen 5 1600X и 1070 Ti, а для высоких уже Ryzen 5 5600X и 3070. Это все Full HD, если что. Clair Obscur Expedition 33 выйдет 24 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русской локализацией текста. Не проходит и дня после релиза той или иной игры, как датамайнеры раскапывают всю сокрытую в ее коде информацию. По слухам, авторы Marvel Rivals нашли способ с этим бороться. Датамайнер Kioни быстро выяснил, что именно разрабы имели в виду. Он заявил, что разработчики специально начали вписывать в экшен упоминания персонажей, которых они вовсе не планируют добавлять в ростер. Таким образом, считает геймер, команда хочет не только избежать вероятных утечек, но и отловить в своих рядах потенциальных инсайдеров. Другой датамайнер, Visceral, опубликовал тред на ту же тему. Он, правда, не подтвердил описанную мной только что теорию, но подчеркнул, что упоминание того или иного супергероя в коде Marvel Rivals вовсе не гарантирует его появление в игре. А вот Том Хендерсон, напротив, полагает, что NetEase вовсе не хочет специально запутать игроков и не собирается водить за нос любителей покопаться в файлах. Ему кажется, что разного рода странности — просто издержки производства, ведь планам разработчиков свойственно меняться. Одновременно с недавней презентацией Microsoft на связь вышли авторы из Amplitude. Те ребята, которые сделали Humankind и серию Endless. Компания внезапно представила Endless Legend 2, сиквел культового 4X релиза 2014 года. Новая часть расскажет о Саядху, обреченной океанической планете, на которой великие чудеса соседствуют со смертельными угрозами. Это у них так на сайте написано. Игрокам предстоит возделывать и исследовать необычные ландшафты, выживать во время природных катастроф, проводить дипломатические миссии и, разумеется, вступать в конфликты с местными, потому что, без этого в жанре вообще-то никуда. Авторы, правда, не уточнили, когда состоится релиз, если не считать туманного в 2025 году, но они обещают, что премьера в раннем доступе Steam состоится достаточно скоро. А вот и все новости на сегодня. Теперь можете смело переходить на сайт и изучать обзор Metroidvania Ender Magnolia от Кирилла Волошина или редакционную статью «Во что играют авторы Stop Game». Даже я там есть, кстати. Все ссылки внизу, кликайте. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!